Всем добрый день! Сегодня ответим на такой, казалось бы, простой вопрос, почему так случается, что после операции на коленном суставе иногда так случается, что нога не поднимается. Такое часто бывает при переломе надколенника, при протезировании колена, но также может случиться такое и при простой артроскопии или при внутрисуставном переломе. Отвечая на вопрос, почему нога не поднимается, это потому, что у вас не работает прямая мышца бедра. Потому что именно прямая мышца бедра, либо еще ее называют четырехглавая мышца бедра, ответственна за то, чтобы ваша нога поднималась. Наша прямая мышца бедра, напоминаю, она крепится у нас на уровне таза и спускается, крепится под коленом. Вот вторая точка – это крепление под коленом. То есть она у нас идет вот здесь вот впереди по всей нашей ноге, бедро, и крепится у нас она на уровне нашего таза. Мышца эта двухсуставная, она совершает движение подъем ноги, вот этот подъем ноги, это первое движение, и второе движение это разгибание колена. Так, разобрались, да, что не работает прямая мышца бедра. Почему так случается? Почему она перестает работать? Я вам хотела бы рассказать три причины основные, почему такое случается. Первая причина – это иммобилизация коленного сустава. Допустим, если у вас был перелом, да, либо там другая травма в коленном суставе, не знаю, внутрисуставной перелом, может быть, перелом надколенника, и врач вам поставил гипс, либо там посоветовал надеть ортез, то есть колено было без движения какое-то время. И здесь какое-то время это речь идет о нескольких неделях. 4-5 недель уже достаточно для того, чтобы прямая мышца бедра перестала работать. То есть в этом случае, даже если у вас не было операции, допустим, в примере с переломом надколенника, когда в некоторых случаях операции нет, да, ставят ортез, но даже в этом случае без операции при ношении ортеза несколько недель может случиться так, что прямая мышца бедра перестает работать. И через какое-то время, допустим, 4, 5, 6 недель вы снимаете ортез и обнаруживаете, что вы не в состоянии самостоятельно поднять ногу. Прямая мышца бедра не работает. Вторая частая, очень частая причина – это физическое повреждение мышцы во время операции. То есть здесь мы говорим о протезировании колена, тем более, если речь идет перелом надколенника и с операцией, да, то есть в этом случае вам физически, да, раскрывали колено, делали операцию, и в этом случае мышца могла быть повреждена физически, то есть ее надрезали, повредили во время операции, это первый вариант. И второй вариант, ее не повредили во время операции, до нее просто прикоснулись, то есть там делали раздвижение, да, волокон и коснулись этой мышцы. А физиологически мышца построена так, что при внешнем прикосновении наступает так называемая реакция защиты. Мышца защищается, и в некоторых случаях она может быть подавлена, то есть она может заснуть. Соответственно, операцию сделали, да, все хорошо, закрыли, зашили. И тут обнаруживается, что вдруг нога не поднимается. Опять же, прямая мышца бедра была повреждена. В случае перелома надколенника, почему я говорю, что тем более в случае перелома надколенника, если вы раскроете любую картинку по анатомии прямой мышцы бедра, либо надколенник, анатомия надколенника, где он находится, да, это также ее называют коленная чашечка, это маленькая косточка, которая у нас находится вот здесь, спереди колена. Она у нас участвует в движении коленного сустава.
Так почему вот именно при переломе надколенника случается часто, что прямая мышца бедра повреждается? Потому что наша косточка, это надколенник, она как раз-таки находится в сухожилии прямой мышцы бедра. То есть прямая мышца бедра крепится у нас под коленом, и вот эта косточка наша, надколенник, она у нас находится в этом сухожилии. Соответственно, если кость на надколенник был сломан, да, то потом его там, ну, скрепляли, сшивали, да, либо без операции также. Но если он был поврежден, то большая вероятность того, что сухожилие прямой мышцы бедра также было повреждено. А если повреждено сухожилие, то, соответственно, не будет движения в мышце, так как мышца у нас сокращается, работает именно за счет движения, в том числе и сухожилия, потому что идет мышца, сухожилие, и сухожилие у нас крепится к кости. Соответственно, если сухожилие повреждено, не работает, то и вся мышца тоже не будет работать. И третья причина, о которой я подозреваю, что, наверное, 75-80% из вас никогда не слышала и не знает, но тем не менее эта причина существует и также относится к основным причинам. Это отекание колена. К сожалению, сама вот эта жидкость, которая скапливается в коленном суставе, она подавляет работу мышц, не только прямой мышцы бедра, но в частности, так как прямая мышца бедра является основной мышцей бедра, да, поэтому часто она подавляется из-за отекания колена. И здесь идет речь, опять же, о первых неделях после операции. Если у вас сильный отек, который сохраняется в суставе, то в этом также может быть причина, почему у вас не работает прямая мышца бедра. Если немножко углубиться в физиологию, то, в общем-то, жидкость, вот эта жидкость, да, которая отекание, она нарушает работу, нормальную работу нейрорецепторов, которые находятся в наших мышечных волокнах. И мышца просто перестает физически работать. То есть отек – это также одна из причин неработы прямой мышцы бедра. Когда нужно начинать беспокоиться? Частый очень вопрос. А беспокоиться нужно уже начиная с первых дней. Не ждите недели, месяцы. Это ненормально, если вы не можете поднять ногу, либо разогнуть колено в первые дни после операции, либо в первые дни, когда вам сняли ортез. Сразу нужно беспокоиться, сразу нужно посмотреть мой комплекс по восстановлению прямой мышцы бедра, ссылочку помещу под этот ролик, и сразу нужно заниматься восстановлением прямой мышцы бедра. Параллельно, в том числе, если у вас отекание колена, соответственно, причина была, возможно, в этом, параллельно работаете над снижением отекания колена. Также методы для снижения отека я помещу под этот ролик. Я надеюсь, что я вам доступно объяснила, почему у вас не поднимается нога и вследствие, да, почему не работает прямая мышца бедра. Но если у вас остались вопросы, сомнения, беспокойства, конечно же, пишите под роликом, я обязательно отвечу на ваш комментарий. Всем вам желаю хорошего настроения, до следующих роликов. Всем пока!